Многие его знают как Колуа, его и Наруву. Об остальном он расскажет сам. Я первый раз в жизни увидел, что такое автопати. Ты туда первый раз пришел в 11 утра? Да. Потом меня выгнали с университета. Я еще работал на СТБ. Недавно Дима мне рассказал историю о том, как он сходил на вечеринку. Я снял футболку и одел сверху свой плащ. Девушка, которая сидела на входе, сказала: нет, чувак, либо вообще снимай, либо как-то трусы снимай, в плаще заходи. Ключевой поворот в твоей карьере. У меня была одна травма, когда я несколько лет просидел дома. Что происходит? Непонятно. Кто главный герой? Непонятно. Где они? Непонятно. Всем привет, это снова я, Настя, и сегодня у нас второй выпуск проекта интервью, который называется True Talk, при спонсорстве Ballantine's, за что им большое спасибо, что мне есть чем заняться, пока все сидят на карантине, и у меня есть возможность рассказать о своих друзьях, украинских музыкантах. Вот. И сегодня у нас в гостях очень хороший человек со множеством разных псевдонимов, но многие его знают как Колуа, его и Наруву, об остальном он расскажет сам. И не забывайте, конечно же, внимательно смотреть видео, потому что в течение всего интервью у нас будет много подсказок насчет того, какую пластинку сегодня я разыгрываю. Я разыгрываю пластинки очень крутые из своей личной коллекции. Вот, так что в конце будет понятно, какая это пластинка, я надеюсь. И выберу победителя из тех, кто правильно ответит, какой именно это релиз. Ну, а также не забывайте подписываться, комментировать, лайкать. Вам это ничего не стоит, а нам это очень сильно поможет. И хотелось бы большему количеству людей рассказать о том, что мы делаем, и, конечно же, о моих гостях. Дима, привет. Привет. С нами Дима Дмитрий Авксентьев. Я иногда путала твою фамилию. Аксентьев, Авксентьев. Вот это В. Есть еще Аксенов. Что-то похожее на овсянку еще было. Я не одна путаюсь в твоей фамилии, я так понимаю. Как и, собственно, как и в городе. Как и в городе, в котором ты родился, Кировоград. Я только что хотела буквально сказать другое. Но я должна была сосредоточиться и сказать все правильно. Ты родом из Кировограда, ты единственный ребенок в семье. Да. Вот. Давай начнем сначала, с твоей школьной жизни. Я знаю, что ты увлекался танцами. Ты танцевал брейк-данс? Нет, брейк-данс это уже было... Хотел, наверное. Я хотел, естественно, это было круто, но занимался я другими танцами. Расскажи. Да, как и все, я занимался народными, бальными какое-то время. Ну и потом уже, да, когда я начал увлекаться хип-хопом, понял, что это все фигня, не круто. Не трушно. Не трушно, да, и тогда уже, да, но с брейк-дансом у меня не получилось. Ну, ладно, может быть, в следующей жизни. А чем-нибудь еще занимался? Здесь музыкальное образование учился? Нет, но как у нас, получается, была хип-хоп-группа, рэп-группа, там, в классе, наверное, в 9-м. Мы начали записывать музыку и... Ну, это был 2002 год, ты говорила. Раньше. Ну, плюс-минус, да, я там точно не помню уже. Ну, это рок-группа, потому что вы увлекались именно вот... Рэп-группа. Ну, да, потому что мы увлекались хип-хопом и слушали русский рэп, ну, не только русский, но он был более доступный. Вот, и, ну да, это начало 2000-х, мне кажется, это может даже и 2000 год какой-то. Но это была твоя идея? Ну, это была моя идея, это была идея моих друзей. Мы сделали коллектив, и никто не хотел писать музыку. Никто не хотел, никто не понимал, как это делается. У меня был компьютер, и у моего товарища был компьютер. Мы начали качать какие-то программы, которые нам посоветовали старшие товарищи, и начали разбираться в каких-то программах. Я помню, первый бит я сделал в программе «Трактор». Ну, ладно, первый был хип-хоп EJ, как и у всех, но первый такой уже, как бы я срезал два сэмпла, и в программе «Трактор» одну деку поставил бит,
на другую деку поставил гитару и запустил вместе. И такой, вау, я сделал трек. Ну, ты где-то подсматривал? Я не понимаю, откуда у тебя вообще это... Ну как это вот было? опять же, у нас было вот там несколько старших товарищей, которые уже писали музыку более серьезно. И в принципе я понимал, видел, как они это делают в Fruity Loops, в Sound 4, не в Sound 4, а в Acid, Acid Pro, где они просто резали сэмплы и совмещали их. Я подумал, блин, все же просто. Ты берешь несколько сэмплов, подгоняешь их по скорости и делаешь трек. Я тогда еще не понимал, что есть аранжировка, как бы. Я сделал песню, камон, я сделал 2 куска, и они у меня 4 минуты играют, ну там с периодичностью, ну где-то что-то убирается, что-то нет. Но интуитивно ты понимал, Интуитивно как я это понимал, работает. как это делается, это было все супер просто. И потом уже я поставил себе Fruity Loops, вычитал, ну не это кто-то мне подсказал, но потом я вычитал на форуме касты, как Влади рассказывал какие-то свои секреты. Я их позаимствовал, и некоторые из них я использую до сих пор. Круто. Ну, как насчет подсказок? Вот ты говоришь, что ты зашел на какой-то форум, прочитал, и там были Да, какие-то да, секретики. да, да, Ты да. делишься своими секретами? Я очень ревностно относился всегда к тому, к чему пришел, что нашел. Но вот у меня недавно был воркшоп в Каме, 5-часовой. И для Ого. меня это был большой вызов, потому что, 5 часов делиться какими-то своими Навыками. секретами, да, это как бы много. Знаешь, я там понимаю, там раскрыть 1-2 фишки и налить кучу воды. Это был мой план. Но когда я подошел, я увидел горящие глаза людей, которые ну, прям настолько искренне хотят заниматься музыкой, хотят что-то узнать. И я подумал, да, почему бы и нет, да. И очень крутой вышел воркшоп. Прям все сказали, что было все очень душевно, очень искренне. И я подумал, классно. Ну вот мне кажется, когда я сталкиваюсь с какими-то такими штуками, которые повлияли на меня в детстве, я все Да. время думаю, вот, допустим, для тебя было важно найти какие-то подсказки. Да. И сейчас у тебя есть возможность эти подсказки давать тем, кто тоже рвется Да, так и создавать есть. свою музыку. Но я как бы не осознавал это и чуть по-другому об этом думал. Сейчас я реально поменял свое мнение. Да. Круто, Да. это Да, зачетно. Да. Ладно, был хип-хоп, была рок-группа. Откуда ты узнала твоя встреча с электронной музыкой первая? Это все произошло. Я на самом деле был диким меломаном в школе и слушал. Да, пожалуйста. И слушал, в принципе, очень много разной музыки. У нас с мамой была такая традиция, где мы покупали какой-то диск классической музыки, приходили вечером и слушали его дома. То есть слушали, обсуждали как-то какие-то эмоции. Вообще мама очень сильно повлияла на мои вкусовые предпочтения. Вот. И, собственно, электронная музыка пришла тоже тогда где-то от каких-то банальных там Prodigy, Crystal Method и вот этого вот Ну, а всего. мама твоя слушала такое? Нет. Нет. Мне просто интересно, от кого ты Нет, это не знаю, у нас в городе было достаточно молодежи, мы все тусовались там. Была классная точка на рынке с кассетами, куда я приходил, где меня знали, я говорю, я просто смотрел по обложкам, я ничего не понимал. Я смотрю, обложка классная, беру. И так я открыл для себя на самом деле очень много групп. Потом появился интернет, и там уже ты понятно, стал да. читать, да. Ну хорошо, школу ты закончила, потом... Да, потом я поступил на юридический факультет. Да ладно? Как? Да, А где? в нархоз. В Киеве, то есть? Да. Все, ты же да. переехал в Киев? Да, переехал в Киев. И мне так, знаешь, вот я сейчас уже через какое-то время думаю о том, как родители отпускали 16-летних детей вообще в другой город и бросали их на амбразуру. Бросали? Вот, и я думаю, что я бы своего ребенка не отпустил. В 16 лет ты как бы Зелёный. да, и учеба, да какая нахрен учеба? Камон. И мы тут еще какое-то время проделали хип-хоп, принимали участие в съемках первого украинского хип-хоп DVD в группе Барвы Да ладно? на КПИ. Да, пытался в интернете недавно найти, нету. Нету? Да. Вот. Выпустили 2 альбома. Как выпустили? Типа хип-хоп? Хип-хоп, Хип-хоп да, альбом. да.
И ну, нас в Кировограде, наш музон слушали. Тут в Киеве никто его не слушал, кроме там наших друзей, но там дома наш музон слушали. И... Ну, понятно, свои же. Да. Вот. Потом меня выгнали с университета. Да ладно? За что? Да, ну за то, что я проделал хип-хоп как бы весь год. И не Записал 2 альбома, я же только что сказал. Был занят, Да, был короче. занят. Ну, какой? Мне 16. И ты с первого курса тебя, получается, сразу? Да, меня выгнали. Папа на меня очень обиделся. Вот, кстати, я тебя хотела спросить. Да, про и сказал, чтобы я поступал еще раз. Туда же? Туда же. Блин. Да, я поступил еще раз на вечерний факультет, потому что папа сказал, что ты пойдешь работать. Это было Строгий такое папа наказание, какой-то очень, да. И я пошел на вечерний факультет, где познакомился с чуваком, который постоянно ходил в клуб «Золото». Если помнишь такой. Нет, я вообще даже не знала. Вот о он таком ходил в клуб существовании. «Золото» и в клуб «Кайф». И он такой, Кайф я помню. Да, А, «Золото» он говорит, чувак, есть такое место, надо тебя туда сводить. Ты же там музон пишешь. Я такой, ну давай. И вот пошли мы в «Золото» на Дэвида Карету. Он до сих пор, кстати, популярен. Да. Особенно в Южной Америке. Сейчас у него релиз, вот, кстати, выходит на Либертине. Ну, такой музон в стиле его старых работ, но Ну, понятно, дедушка да, он еще, сильно да, в поменялся. ударе, да. Вот. Но и мы пришли тогда где-то в 10 или в 11 утра. Я первый раз в жизни увидел, что такое автопати. Ты туда первый раз пришел в 11 утра? Да, да. Ты вообще пошел куда-нибудь на автопатию диджей Коня, я не знаю. Но это, Тогда ты, наверное, вообще офигел. это было почти то же самое. Как бы там была да. эта же тусовка. И, ну, я тогда, ну, это был такой шок для меня, с одной стороны, что я, как, ну, я ходил там в какой-то синеме, я уже был до уже. этого, да. А ну почему тебя Синема не впечатлило, например, настолько, сколько тебя... Меня она впечатлила, я к этому сейчас приду дальше, что я в синеме был на хип-хопе. Да. Вот. А вот я попал на такую, что тогда, ну, электро там играли какой-то прогрессив, ну, такой музон, как бы, что нетренированному уху покажется, что это полный какой-то зашквар. Но меня удивила сама атмосфера этого всего, что там кто лежит на диване, кто спит, кто там уже вот так. Еле вывозит. Да. И я такой, ну люди, блин, до сих пор танцуют. И еще будут танцевать до 2 часов дня. И людей было немало, надо сказать. И потом я начал ходить уже немного по клубам, и потом уже я пошел в Синему на Drum and Bass, ну и ходил туда какое-то время. И потом я ушел с университета. Опять? Да, теперь уже я сам ушел после 2 курса и понял, да, что я не буду тратить свое время, что я реально не То есть учусь. ты 3 года отучился? Да, что я вообще не учусь, я толком не хожу на пары, мне неинтересно, я просиживаю, как бы непонятно, чем занимаюсь, непонятно, что делаю. Ну как ты объяснил это папе? Вот так я объяснил. Но на самом деле у меня начались такие штуки психосоматические. Мне там становилось плохо в университете. То есть я настолько накрутил себя, что это не мое, что мне на физиологическом уровне стало плохо. И я сказал родителям, что я типа не хочу больше этого. И они супер классно это все приняли. Это было мое первое взрослое решение в жизни. И мне кажется, что как бы они это оценили и сказали, окей, что ты хочешь. Вот, ну и тогда я уже поступил на режиссуру. Тоже не без помощи отца, он настоял. Я хотел поступать туда, но типа я думал, я не мог определиться, режиссура это будет или может быть и на звукорежиссуру, хотя зачем мне не интересно было, мне интересно писать музыку, но не разбираться в этом. Но опять же, я был не совсем, мне было там 19 лет. По крайней мере, хоть как-то тебе интересно. Да, папа говорит, ну давай все-таки, да, туда, почему нет? Ты же увлекаешься, нравится тебе это все. И, ну, и все, и тогда... Но ты отучился до конца. Я отучился, я даже стипендию получал. Круто, ну это уже... Да, и у меня, ну я хорошо отучился, и когда ты учишься в творческом вузе, у тебя не существует ничего другого. Ты очень погружен в то, что ты делаешь, очень сосредоточен на это, на людях, с которыми ты рядом, на... Ну, короче, и я вообще выпал, я не ходил на вечеринки, не ходил никуда. Да. Я там иногда выступал, я тогда писал трип-хоп всякий, и уже какую-то там электронную музыку писал. У меня было несколько групп на то время, уже мы играли, даже не знаю, просто разный музон. От трип-хопа до какого-то там диско,
разное. Можно сказать, что вы экспериментировали. Да, так, мы искали, не знаю, у меня там за время... прощупывали границы. Да, за время моей учебы в университете у меня было, наверное, штук 5 или 6 групп. То есть мы, ну и состав часто не менялся, а просто менялись названия и направления. Да. Вот. И, ну, как бы там это было супер время для поиска, плюс возраст был очень подходящий, когда у тебя уже что-то есть, но еще ты как пластилин. Вот. И... Потом ты закончил и... Не, потом уже появился Киевбас, когда я еще заканчивал. Давай, подожди, Киевбас, это отдельная история. Да, что да. такое Киевбас? Это была, наверное, моя первая вечеринка, которая мне понравилась от начала до конца, вот, на которую я попал, и всю ночь это была дабстеп-вечеринка, вот у меня мурашки, смотри. Вижу, да. Это была дабстеп-вечеринка, и это было что-то свежее, что я слышу первый раз в жизни. То есть, понятно, тогда уже я там наслушался музыки разной. Это было в Синеме? Нет, это было в Хлебе. Киевбас Да, в Хлебе. да. И я тогда, в принципе, я уже и гараж, и тустеп уже был, я понимал, что это такое, я слушал. И был драм н бейс, типа, то есть я понимал там, что такое бас в электронной музыке, да. А тут дабстеп, где есть, ну, как бы много всего по чуть-чуть с каждого. Это, кстати, один из тех направлений музыки, которые образовались, были созданы в начале 2000-х. Да, вот 2004-2006, да. И вот где-то в 2008 я попал на Киевбейс, на первый свой. И офигел. Просто я подумал, вот это оно. Вот такой музон я хочу делать, и здесь я хочу играть. Что я офигел от Хлеба, какие там классные были люди. Что Синема, она все равно была немного мрачная, как ни крути. Ну да, она была какая-то недоделанная. Да, плюс там был вот этот, вот, что мне никогда не нравилось, много разодетых людей. Я как бы до сих пор не являюсь фанатом костюмированных вечеринок. Вот. А там в Синеме это как бы приветствовалось, наоборот. Вот. И я понял, что это мое. Я сразу познакомился с ребятами, начал писать такой музон. Несколько лет ходил, и где-то в 2000... это был Крим? Да. То есть твой псевдоним Крим, это оно... Я просто подслеживала. Он образовался на самом деле еще в 2006 году где-то. У меня есть... Я выпустил свой самый первый трек вот в 2000... сейчас скажу, не шестом. Вообще Крим — это со школы с Counter-Strike у меня осталось. Да ладно? Да, это моя подпись Counter-Strike. Все, теперь мы знаем, откуда это пришло. Да, а первый релиз, это был 2007 год на питерском трип-хоповом сборнике. Там было 15 треков, и один из них был мой. И вот там это первый релиз Крима, и первый как бы мой официальный релиз. Тоже я пытался его найти. Это еще было до Хлеба? Это было до Хлеба, да. Это еще было там времена Live Journal, вот этих всех типа блогов. У меня вопрос был конкретно насчет твоего первого релиза. Как ты достучался до лейбла, как это произошло? Потому что многие ребята, которые сейчас пишут музыку, они не знают, как... Вот они мне пишут и всегда удивляются, когда я им отвечаю. Типа, да ладно, ты не ответила. Ну, то есть они отправляют музыку в никуда и надеются ни на что, грубо говоря. И да, и вот тут повезет, не повезет. Как это произошло у тебя? Ну, все на самом деле просто. ВКонтакте была группа, где какая-то трип-хоповая группа. Я очень плотно висел на трип-хопе. Мне нравился этот бристольский саунд и, в принципе, UK саунд, еще там с электронной музыкой. Я потом открыл как бы другие грани. Вот нравится вот мрачное такое. Собственно, почему я полюбил дабстеп? Потому что это то же самое, только чуть более энергичное, да. И там был как бы пабликс, где общались все трип-хоповые исполнители, где все делились музыкой. И был какой-то чувак, который решил выпустить сборник. И он говорит, может, есть у тебя какой-то тречок, я выпускаю сборник. И там были классные некоторые. Был Ной, еще такой чувак, очень крутой. И он выпустил вот сборник из этого комьюнити. Там был мой трек, да. Но он выпустил тоже где-то как-то... Я не знаю даже, как он его выпустил. Где-то в ЖЖ у себя выложил скачку. То есть ни пластинки, ни диджитал-релиза официального нет? Нет. Это вот какой-то такой, но оно довольно как-то разошлось, и потом ВКонтакте стали просто появляться мои треки, их начал кто-то выкладывать. Люди начали добавляться в друзья. Ну, а мне там, знаешь, сколько-то лет, 20, да, и было супер приятно. И потом уже, когда вот начался дабстеп, все эти вещи, Киевбейс, тоже ВКонтакте была группа Dubstep Producers, из которых просто вышли, ну,
очень много чуваков, типа там NA тусовался там. Да если- ладно? да. Офигеть. Потом Коля из группы Ice Peak и ну, вообще очень, я сейчас уже не вспомню всех, очень много российских, украинских продюсеров, которые впоследствии стали, ну, выпускать музыку на классных лейблах, стали много гастролировать. И, ну, и там было вот настоящее такое комьюнити, где ты чувствовала себя частью чего-то большего, нежели тут в Киеве, сидя у себя в квартире. Я как бы ну, ходил тусоваться, но не чувствовал себя частью музыкальной комьюнити здесь. Это было именно тогда, когда не было никаких границ между Россией и Украиной, и это Да, было 2008, что-то общее. 2008, одно. да, короче, 2007-2010 года, вот этот промежуток времени. Как ты вписался в Киев Бейс? Я начал ходить к ребятам на вечеринки и потом предложил снять им видео. Так как я учился на режиссуре, я подумал, что это будет классный шаг попасть к ним в тусовку. Ну да, подружиться. Подружиться, да. Я предложил им бесплатно снимать видеоотчеты о вечеринках и видео Типа афиши. Автормуви и видеоанонсы. Тизеры. Тизеры, да. Я их сам снимал, сам монтировал. Ну и получилось очень классно, и это очень сильно оживило как бы движуху. И я уже начал тогда писать такой музон. И где-то через пару лет... Только через пару лет? Да, да, Вау. да. Это какой год? Окей, твоя первая вечеринка, выступление на Киев Бейс. Наверное, 2009. А где? В Хлебе? В Хлебе, да. Короче, у меня был трек, назывался Bullfight. И его очень много кто играл из диджеев дабстеповых. Он был такой специфический, с мексиканскими мотивами, там, с сэмплом классным. Вот. И они перевозили с X-блока. Это такой старый джангловый чувак, у которого много псевдонимов. Он играет еще с конца 80-х. Он там начинал с начала 90-х, конца 80-х. Но он довольно андеграундный. Он андеграундный, да, но он очень крутой. Он классный продюсер и ремиксер, у него там 1000 ремиксов. Вот. И вот у него есть дабстеп алиас X-Block. И ребята его привозили и поставили меня играть, потому что он последний год все свои сеты открывал с моего трека. Да ладно? Это была его фишка во всех миксах, это была его фишка. Круто. Да, и они поставили меня с ними играть. И это был это не был мой дебют. Я играл в баре Фидель, Но я играл это в было баре достижение Кокон. твоей цели, Но потому что это ты было, хотел именно да, на я Киев пришел Бейс в Хлеб, выступать. на Киев Бейс и подумал, что я хочу тут играть, и спустя там какое-то время я начал там играть. Ладно, может быть, да, это не 2 года, а 1,5, но это было точно больше года, потому что мы сделали там нормальные этих видео. Вот. Ну и потом уже я начал там играть стабильно, и потом Стал частью комьюнити, и потом, когда откололся один из участников, Организаторов или участников? да, ну, организаторы, там было два человека, Он Вальта распался. и Миникин, да. Киев Бейс Миникин, распался. Саша уехал в Германию, а я как бы стал Вальте помогать уже и организацией, и все, собственно, тогда я начал набираться опыта в организации вечеринок, в хостинге гостей, афиши, реклама, промо, Facebook, контакт. Illuminate. Да, и потом уже это нас плавно подводит к Illuminate, что мы Но тогда... когда вы создавали Illuminate, Киев Бейс уже закрылся? Вот как раз бы Киев Бейс развалился? закрылся, и ниша бейс-музыки была свободна. Свободна. Да, она свободна была в Хлебе, и в принципе, как бы и дабстеп уже тогда был уже как бы эволюционировал именно в бейс. Ну да. То есть уже появились такие там Livity Sound, Non Plus, лейблы, которые уже начали делать пост-дабстеп музыку, и мы прям сильно прониклись этой движухой. Уже там и техно проскакивала, и электро, и все можно было так классно мешать, очень органично. И мы с Вовой Фозом сделали Illuminate, и, по-моему, в 2011 году у нас была первая вечеринка. И Он просуществовал? просуществовал он, слушай, лет 5, потому что мы делали еще целый Я сезон помню, в еще в Клоузере. Клоузере. Да, я видела. Да. Я видела афиши. Да, Сережа нас позвал туда, и мы прям целый год проделали вечеринки. Вот, но это как раз был уже 14-й год, уже все, никто на них не ходил, и потом мы закрылись. Ну, мы еще на самом деле делали в Келлере несколько раз в год, локальные, без гостей, без привозов. Просто к нам присоединился еще Антон Текскат, который раньше был Абалоу Крю. Короче,
Классное время было. Ну да, когда... Блин, и тогда было вот много каких-то разных движух, которые... Но ты еще работал на СТБ. Я еще работал на СТБ. Я вот Это телеканал украинский. Да, Что я ты там делал? закончил... Ой, сейчас я выпью, расскажу. Я после окончания университета я пошел работать на телеканал СТБ в социальный проект «Спасите нашу семью». Суть проекта была в том, что семьи на грани развода оставляли свои заявки на канале. Мы отбирали самые ебанутые из них, я не знаю, можно ли так говорить. Можно. Вот. И просто уничтожали их дальше, как бы. Да ладно? Серьезно? Под эгидой спасения. Я не смотрела просто, я не знаю, я не в курсе. Слушай, но вот наша команда сняла самый рейтинговый выпуск за историю проекта. Да ладно? Да, я тебе скину, посмотришь. Я уже боюсь. Короче, на самом деле там намерения были добрые, но из-за того, что на телевидении работают ущербные люди, не хочу никого обидеть, я как бы говорю только о тех людях, они же интересны только тех людях, которые хайпануть. сидят Да. вверху и как бы зарабатывают действительно большие деньги, сидя на стуле и не видя все изнутри. Да, там как бы цель сделать максимальный трэш, чтобы было максимально просмотров. И, хватило меня ненадолго. Я как бы не мог против себя долго идти, и я потом уволился. Потому что, когда нам говорят, что семью с маленьким ребенком двухлетним нужно оставить сейчас в палатке, мы их вывезли на интервью просто, они приехали без ничего, просто на интервью. И нам говорят, так, сейчас их нужно оставить в палатке, нам надо, чтобы они посрались. А у ребенка нет ни смены, ничего, ребенку 2 года, камон, там или год, он вообще маленький. И все говорят, нет, надо оставлять, а я как режиссер говорю, нет, я типа против. И тогда как бы продюсер берет свое слово и говорит, все, оставляем, знаешь. И вот после череды вот таких штук и ссоры с руководителем проекта я ушел. Да, но это жесть. Это жесть. Никому Я не такого даже, советую. Да. если честно, когда я готовила это интервью, я не могла даже слушай, подозревать, там что можно это еще настолько... сделать отдельное интервью с трэшем, который там происходил. Серьезно, там было столько трэша. И классно, что сейчас я могу как бы об этом спокойно говорить, что там, когда я работал, мне нельзя было это все рассказывать. Да, вот. И поэтому, собственно, почему я ушел, это была одна из. То есть я мог перейти на другой проект. Были интересные проекты, типа «Хата на тата». Там хотя бы с юмором и смешно, но не суть. Но тогда как раз пошел у меня классный период. Киевбейс пошел в гору. У меня было несколько классных релизов в 2012 году. И меня начали туда уже звать. Мы съездили, отыграли на Outlook в Хорватию. Потом меня пригласили на Сипунес. Я начал ездить играть в Москву постоянно. То есть у меня началась серьезная гастрольная деятельность. В Киеве стал часто выступать. Я поднял чуть гонорар, и получилось так, что я начал неплохо зарабатывать. А работа на телевидении — это как бы большой тормоз, потому что у тебя есть нет графика, ничего. Они в любой момент могут тебя вызвать просто и у сказать, тебя может чувак, быть приезжай. выходной во вторник, следующий в четверг, потом в среду, а на выходные может и не быть выходного там несколько месяцев. Вот, поэтому я решил, что я чуть лучше буду жить чуть проще, но заниматься тем, чем хочу. Так, а сколько ты проработал на канале? Мне кажется, год или год с чем-то. Ну, это все же дофига. Да. Вот, и все, и это был момент, когда я бросил работу и больше к ней никогда не возвращался. Я имею в виду работу, типа офис, канал, что-то такое. И начал после этого заниматься только музыкой, только продакшеном. И потом я попал в Кружева Music, где проработал лет 5, наверное, после этого. Это лейбл Юры Бардаша, где я писал музыку для всего, что происходило на лейбле, для всевозможных проектов, интро, аутро, танцевальные номера. То есть это, можно сказать, был твой вход в рекламную индустрию? Да. Юре кто-то меня посоветовал, и он взял меня к себе. Я там набрался кучу опыта, заработал денег на свои первые мониторы, на свой первый синтезатор. И вообще как бы понял, что вот же оно, ты делаешь то, что тебе нравится. Людям все равно, людям все равно, как ты это делаешь. Главный результат. Тебе не обязательно ходить в какой-то офис, не обязательно вообще появляться. Ты просто делай вовремя свою работу и получай за это хорошие деньги. Да. Все. Ну, скажи мне, у тебя был какой-нибудь опыт там интересных коллабораций? Типа ты создавал
музыку для там, каких-то театральных постановок, вот все, что касается Да, конкретно ну, культуры. смотри, это было у меня... Реклама, то понятно, да, но да, именно да. культура. У меня было в университете много такого опыта, потому что ну, там как бы такая тусовка, кино, театр. Плюс тогда я начал писать музыку короткометражкам своих знакомых, которые потом начали советовать меня дальше. Короткометражки, то есть И я начал фильмы. писать, да, именно к фильмам. И я там, ну, в период с 2008 там, по 2012, ну, наверное, фильмов 40-50 я сделал. Да, ну, это короткий метр, там, Но все равно, много, слушай, но даже это много, это считай да. саунд-дизайн получается. Это Там уже все даже было, не... и саунд-дизайн, и музыка, И саундтреки, да. все, да. Поэтому это был супер опыт, на самом деле, работы с изображением. Ну ты работал преимущественно бесплатно. Конечно, только без... Не, и пару раз я получал каких-то $100-200. Ну, когда это были более-менее коммерческие проекты. А так, в основном, это были инициативы каких-то фанатов. Ну, просто классный проект, ты да, говоришь, да, мне интересно, нравилась я тема, делаю. это мое, я никогда не писал веселую музыку, никогда не писал развлекательный жанр. Ну ладно, чуть лукавлю, было дело, но никогда не афишировал это, ладно. Ну, Вот. тебе потом здорово отплатили, и я знаю кто, но мы об этом поговорим Окей. в другом блоке. Окей. Ну, а сейчас мы пойдем с Димой покупать продукты, потому что мы находимся в центральном рынке Киева, Бессарабский рынок. И Дима, после этого мы поедем к Диме в гости, и он нам приготовит поздний обед или ранний ужин. Супер. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте, ну и все дела. Ну, вы знаете сами, так что погнали. Мы сейчас идем с тобой покупать необходимые продукты. Все верно. И что нам нужно? Есть и зеленый, и фиолетовый базилик. Фиолетовый остался, зеленый только что забрал. Ну давайте фиолетовый возьмем. А чили перец сильно острый? Очень. Могу дать попробовать. Так, нам надо какие-то небольшие помидорчики, желтые. Вот такие маленькие, да. Их парочку. Да. Так, а чили острый? Да. Дайте нам вот такую веточку. Так, а чили острый у вас? Лимон и лайм есть? Есть, лимон есть, да, есть. Все, один такой, один такой. Спасибо большое. Спасибо. Счастливо. До свидания. Все у нас все есть, Всё может есть. только рыба и все, Да, и вино. и вино. Так, вот тут поставь. Давай сюда. Миша, привет. Дима сейчас моет продукты в ванной, заметьте. У нас есть главный персонаж Миша, это кот. И мы будем готовить треску, потом ее употреблять, ну а потом будем гулять дальше. Не забывайте, что во время всего интервью вы видите много подсказок по поводу того, какую именно пластинку я разыгрываю из своей личной коллекции. В конце будет понятно, какая именно эта пластинка, и я выберу победителя одного из тех, кто правильно угадает. И добавлю туда даже релиз Димы, который вышел на моем лейбле «Нечто» буквально в марте. Вот. Пластинка популярная, вышло всего 150 копий. Их уже все разобрали. Я забрала последние копии из дистрибьюции. Вот. И с удовольствием отдам как дополнительный бонус к той пластинке, которую я буду разыгрывать, тем, кто ее выиграет. Вот. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться, комментировать, ставить лайки, шерить, делитесь друг с другом, потому что главная цель этого интервью — это популяризировать украинскую культуру, музыку электронную, показать наших артистов всему миру. И я уверена, что наша украинская комьюнити нас поддержит. Ну и, собственно, в этом заключается главная идея всего того, что я сейчас делаю. Я могу все. Я твоя рабыня. Достань вот здесь и налей нам. А я скажу, что будем делать дальше. Хорошо. А пока Да. что мы будем выпивать Палантайнс 7-летней выдержки. У нас есть 5 видов томатов. Сейчас мы их все помоем, нарежем и отправим готовиться на соус. Это у нас будет соус томатно-базиликовый, и будет рыба, и будет еще гарнир. Но
Я еще подумаю насчет гарнира. Мне кажется, что может быть Плотно. довольно сытно и так, да. Скажи, пожалуйста, ты супер, на самом деле, разнообразен в музыке, и ту музыку, которую ты создаешь, ну, типа, у меня даже нет по категории, которую я могла бы описать, эту музыку, которую ты пишешь. Ты вписываешься вообще во все любые форматы вечеринок. Ты играл, наверное, на всех вечеринках Точно любых на всех, формаций да, украинской это точно. сцене. Это Самый точно. универсальный артист украинской сцены, который вписывается в любую тусовку, 100%. в любой лайнап вообще. Как у тебя это получается? Ну вот как это, ну, Блин, это Блин, правда. это же На реально- самом деле, это, знаешь, мне иногда говорят, блин, Дима, ну ты уже везде. Но когда ты органичен везде, я не считаю, что это как бы очень плохо. Мне кажется, что это все связано с тем, что как бы я прошел довольно длинный путь. На самом деле он вообще не длинный, камон, мне типа 32 года, вот, поэтому этот путь не длинный. Но из-за того, что я поменял, не знаю, переиграл в куче группах, перемерил на себя кучу стилей, в плане нравится это мне или не нравится, все перепробовал. И, ну, и в каждом из них я приобрел какой-то опыт. Это все как бы дает мне полную свободу чувствовать себя уверенно и на техно-вечеринке, и на автопати, и на дабстеп-вечеринке, ну и так далее. ну согласен ли ты с тем, что ну, в современном мире вообще в саунде нет границ и вообще 100%. даже под стилей? Мне кажется, 100%. что все настолько намешано. Да, что ты Да. можешь играть что угодно, никто тебе не скажет, блин, что ты делаешь на этой вечеринке. Да, ты и тут невозможно играешь. описать на самом Да, деле. да, типа, потому что все диджеи начинают мешать. все спрашивают, а в каком ты стиле играешь? Да, да, Меня блин. всегда бесит. Самый вопрос, дебильный типа, вопрос, Да, типа, в просто каком стиле ты максимально. играешь? Что ты будешь играть сегодня? Да, да. Камон, ребята. Блин, да. Что Ну. захочу, камон, блин, это... Давай выпьем. Давай. А, у меня что налито. Cheers. Ну, можно сказать, что у тебя были какие-то комплексы? А у Или кого- какие-то а у кого травмы их не было? социальные? Нет, ну это конечно. трав- Послушай, комплексы есть у всех, но Слушай, они уже у меня, все у, меня, у разные. меня была одна травма, когда я несколько лет просидел дома. Почему? Меня напугали, мне было лет, не знаю, 7, наверное, 8. Мы гуляли во дворе, и меня напугали какие-то местные алкаши. Я так закрылся и несколько лет просидел дома. Несколько лет И это сколько? выходил только в школу. Ну, не знаю, может год даже, может и не несколько. Это уже такая память у меня нет. Ну, у тебя это было объемно. Да, я прям офигел, да. Я просто сидел дома, играл в приставку и все. Вот, но это был тоже классный период, как бы. Скажи, пожалуйста, вот после того, как ты поучаствовал, отыграл в Kiev Base, Да. потом у вас был Illuminate, а потом у вас образовался Groove Operate Да, с Пахатамом. с Жекой, да. Да. Как вы с Жекой познакомились? Мы познакомились, отношения? ну мне кажется, что я могу назвать Жеку своим лучшим другом, наверное. На да. данный момент? На данный момент, да. Что мы как бы уже А до очень... Жеки у тебя был лучший друг? Ну, наверное, мне кажется, это, знаешь, это как... Ну, это возрастное, наверное. Это возрастное, Да. да. Конечно, там на каждом этапе у меня там был какой-то близкий по духу человек, с которым вы переживаете какие-то похожие эмоции, да? Вот, Ну, и этапы, наверное. Да. А Жека у нас вообще, я не помню уже, где и как мы начали общаться, ну, на какой-то дискотеке, вечеринке. Вот. Но Жека И- очень модный. Модный. Ну да, он такой, типа, мне всегда его представляли, когда я его не знала, такие, типа, это же диджей, который работает с Иваном Ну Дорном. да, в этом плане, Ну, типа, да, он да. такой трушный, продвинутый. Ну и Ну, когда блин, вы, когда вы это придумали? Групп-оператор мы придумали где-то году в 2017 или 16. Да не может быть, это поздно. Да. В 17-м это поздно. Да. Ну, как бы, но мы просто понимали, что мы хотели делать вечеринки, еще там сразу мы поняли, что мы играем примерно похожий музон. Но мы начали думать про место, где мы могли это делать. Ну, как бы, мы до этого там, откровенно говоря, не было мест. Ты знаешь,
кроме того, чтобы сделать классную вечеринку, нужно еще собрать людей, потому что ты должен привести артиста и не попасть на деньги. Ну и это круто было, знаешь, мы начали с вечеринки для друзей, на которую пришло 150 человек, а закончили лайвом, на котором было почти 400. И мы играли, у нас не было гостей, мы с Жекой играли лайв, то есть все люди пришли на нас. И это был большой показатель того, что окей, это может быть, это получается. Я считаю, что вообще танцы — это единственная возможность выразить свои эмоции и чувства по отношению к музыке, которую ты слышишь и воспроизводишь. Да. Знакомство с Apache Crew. Apache Crew — это самые крутые украинские ребята, которые делают contemporary dance. Топовые. Я, можно сказать, что я даже участник проекта, что меня Толя где-то там уже после нашей какой-то пятой работы сказал. Анатолий Сычивка, это, грубо говоря, это идеолог да. Apache Crew. Да, и он после какого-то совместного проекта, когда все их проекты и мои, которые завязаны на пластике или музыке, мы стали делать вместе, он говорит: Димон, ну ты все как бы посвящен официальный участник. И мне это супер, мне очень приятно, и я просто нереально вдохновляюсь тем, что делают ребята. И Остро? нет! Что ты можешь сказать? Держи Настю звучит угрожающе. Держи Настю подальше от Димы. И недавно Дима мне рассказал историю о том, как он сходил на очень известную вечеринку. Это берлинский бренд, называется Pornception. И вот Дима пошел на одну, не на одну, а на первую вечеринку Pornception в Украине, Да, в Киеве, на Кирилловской. С Димой Ангелисом мы ужинали, у нас было, мы классно напились, поужинали, пообщались. И вот уже, и мы как бы все были настроены на вечеринку, и вот в самый последний момент, он говорит: слушайте, я, наверное, пойду отдыхать как-то. Мы после этого мы пошли еще в касатку, а в касатке уже играл диджей, уже было вот такое настроение, что вот-вот. Я в касатке не присел ни разу, я просто стоял такой: ребят, ну давайте уже, там уже коктейли, ну давайте уже. И как-то там половина ребят реально слилась, и мы поехали туда. Туда, на Кирилловскую. На Кирилловскую. Я был в кожаном плаще, как бы, и все. Все остальное было обычное, да. И потом, когда я приехал туда, там, не знаю, это правило или не правило, что там ты в одежде как бы не заходишь на вечеринку. Ну, то есть у тебя должен быть или супер Нет, типа лук? я сделал, смотри, я снял футболку и одел сверху свой плащ. И мне девушка, которая сидела на входе, сказала: типа, ты думал нас обдурить таким образом? Нет, чувак, либо вообще снимай, либо как-то трусы снимай, в плаще заходи. Но это как бы, не то не все. Да. И я типа запарился как-то сильно, так, переживал, стеснялся, знаешь. Конечно, как бы, да, это личные эмоции. Да, это переживания. прям, вообще. И тут просто окей, я соглашаюсь с правилами, вообще изи, потому что я хочу попасть на эту вечеринку. Я все снимаю, как бы захожу просто. Все снимаю, это что? Не, я захожу просто в шортах или в трусах, в штанах, не помню, что это было. Это была зима, но я был, мне кажется, я даже был в шортах, как бы, просто вот и все. Ну и знаешь, какое-то время назад и даже сейчас я бы в другое место я бы не пошел никогда в жизни так. Это было уникальное место, там уникальный я чувствовал случай. себя настолько свободно, настолько круто. Комфортно. Да, и знаешь, и какое-то время я напрягался, а потом просто я увидел всех этих людей, которые все говорили: Димчик, вот это да, вот это класс. И все так очень типа... классные отношения. Прям, знаешь, люди, с которыми, больше там была куча людей, с которыми я работаю в рекламе. Мы работаем вместе вот, типа, вот так, и мы встречаемся на голых торсах в клубе, и это вообще меняет, как бы, отношение ко всему, к музыке, к клубу в первую очередь, наверное, что ты туда приходишь, чтобы оставить что-то, чтобы быть частью чего-то. Быть частью чего-то, забыть те какие-то проблемы, которые тебя держат там в твоей обычной жизни.
И мне кажется, что я вот не ощущал таких эмоций, лет 10, наверное, серьезно. Там с первых «Синим» и «Хлебов», вот где я мог точно, делать рок, вот после этого я не мог себе позволить, потому что я артист, меня все знают, я довольно сдержанно себя веду на вечеринках. Я знаю, да. Я даже боюсь, что ты забаркуешь половину интервью, потому что ты улыбаешься. Ты сама это сказала. Я сказала, да. И я уходил последний с этой вечеринки, серьезно. У меня вообще с Кирилловской такая штука, что я прихожу первый и ухожу последний, серьезно. Это без шуток. Ребята тоже свидетели, что я прихожу первый, пока еще, потому что, знаешь, я думаю, приду, пока нет людей, чтобы там... А ухожу последний, потому что меня потом уже Димон, пора. Давай. Все закончилось. Сваливай. Мы еще сидим с барменами, с друзьями, там все это. Извини, не могу смотреть в эти глаза и не дать ничего. Конечно. Давай, чуть-чуть только чуть-чуть. У нас уже готова еда. Я накладываю еду. Как вам такое? Мы находимся у тебя дома. И насколько я знаю, что студия у тебя тоже находится дома. Да, мы можем развернуть камеры туда и посмотреть. Мы потом это снимем, но главный вопрос заключается в том, что студия дома или в отдельном помещении? Классный вопрос. Как только ты выходишь на какой-то уровень, где ты начинаешь зарабатывать деньги нормальные, и дома ты не можешь делать весь спектр услуг, которые ты мог бы сделать в студии. Из-за этого ты все равно арендуешь потом студию, там финализируешь треки, делаешь мастеринг, сведения. Да, но получается очень много факторов, нюансов, которые, да, во-первых, я не могу, знаешь, иногда бывают большие проекты, где ты постоянно в работе, где ты вот прям постоянно, то есть ты утром проснулся и сразу работаешь, и перед тем, как лечь спать, ты встаешь из-за компа. Момент переезда, куда-то тебе ехать, просыпаться, идти в душ, завтракать, ехать, терять 2 часа на вот это вот все, когда ты мог просто встать, сесть, сделать и потом уже делать все остальное, то есть не просыпаясь, грубо говоря. Есть много технических моментов, где не нужно проявлять творчество, где нужно просто взять и сделать. Ты встал, сделал, и у тебя весь свободный день. Если у тебя студия не дома, тебе нужно встать, пойти в душ, вызвать такси, позавтракать, поехать, включить, подключить, сделать. И ты что? И ты где-то на Подоле, и что тебе еще делать? Приятного аппетита. Остро. Остро. Серьезно? Мне очень нет. Дим, спасибо большое за классный обед-ужин. И если ты не против, мы перейдем в твою студию, потому что она буквально за стенкой. Да, я, конечно, хотел бы услышать чуть больше о том, как ты говоришь, как я вкусно приготовил еду. Но если это все, на что ты способна, то... Слушай, ты, конечно... Я шучу, конечно, пойдем. Пойдем. Окей. Оставим. Смотри, что мне лежит. Сразу, когда Рекордное время, за которое ты написал лайв. Вот самый рекордный момент. Лайв не лайв, у меня был вот достаточно недавно случился рекордный такой, один из ключевых моментов, когда я делал для показа, не помню, какой-то бренд, это было на какой-то там Moscow Fashion Week. Я делал 15-минутную композицию, полностью с нуля, 15 минут музыки. И со всеми правками, со всеми финализациями, то есть это все обычно такой долгий процесс. Мы сделали 15 минут за 2 дня.
То есть это фактически невозможно. Когда тебе еще надо, чтобы под это прогнали все модели, прогнали в свой выход, прогнали типа все чекпоинты, дизайнер остался доволен всеми инструментами. То есть в рамки программы. В рамки огромной программы, да. то есть там была огромный, типа, там был концепт, который ты должен был вложить, типа, и вот время от начала работы над проектом и время там выхода на сцену, грубо говоря, у нас заняло там чуть больше дня, и это было вот за последние, за последние там 5 лет, это, наверное, было самый такой, типа, крутой, потому что это 15 минут оригинальной музыки. То есть я спал, конечно, но мало. То есть я проснулся, сел за комп, наиграл, сделал все, лег спать, проснулся, сел за комп, отправил, и все. То есть я после первого дня я отправил там были пару правок, и потом еще на следующий день, вот так вот, 2 дня, короче. Я подозреваю, что создание музыки и саунд-дизайна для рекламы — это и есть твой основной заработок. Так и есть, да. Самая популярная реклама, для которой ты записал музыку. Фаворит спорт. Вот это делаю я уже несколько лет. Прям все ролики я делаю. You can play the game, you can play the game. Вот этот вот я делал, и еще много чего. Конечно, я делаю разные. Мы делали классные, вот на Atlas Weekend была классная реклама. Они мне дали полную свободу, мы там сделали такой ambient, экспериментальную музыку с кучей там созвучий разных стран. Это был дизель для фестиваля. Да. И классно, когда агентство доверяет тебе, типа, Димон, сделай круто. Базара 0. Сделаем круто. У меня вопрос довольно бытовой. Я знаю историю о том, что есть лейбл, который выпускает твою музыку, но когда он узнал о том, что ты собираешься на гастроли в Москву, ребята сказали: чувак, или ты едешь в Москву на гастроли, или мы удаляем типа все твои релизы с нашего каталога и больше с тобой не имеем дел. Как ты к этому относишься и вообще что для тебя это значит? Во-первых, начнем с того, что это было ничего особенного, это был просто рядовой гиг, то есть это не был какой-то большой фестиваль с супер лайнапом. Там единственное, что было интересно, что весь лайнап почти был украинский. Мне за это было и там были Поличейн, Настя Муравьева, Яна Вудсток и я. И там несколько резидентов из Москвы. То есть это был такой безгастрольный период, и тут появилась такая первая гастроль в Москве. Я даже не подумая, просто принял ее, знаешь, не подумав о глобальности этого поступка. И потом, когда уже мне написали с лейбла, я сомневался, но я принял сторону лейбла, потому что это для меня было намного важнее, нежели... это твоя музыкальная история, грубо говоря. Это моя музыкальная история, это мой музыкальный бэкграунд, это лейбл, который я люблю, который я слушаю уже много-много лет. Это лейбл с 20-летней историей, И, конечно же, что заработать денег, либо постараться с лейблом, который на тебя же повлиял как на музыканта, понимаешь, я вот даже тебе звонил, советовался, как ко мне поступать, потому что я растерялся в тот момент, потому что я реально не подумал об этом. И из-за этого я, первые 3-4 часа, когда это произошло, я аж не знал, куда себя деть. Но потом, когда уже я реально расставил все по местам все карты, оценил все нюансы, я понял, что для меня важнее намного остаться с этим лейблом, нежели съездить один раз на непонятную вечеринку. У меня вопрос о твоих родителях. Я знаю, что ты их видишь довольно редко. Да, очень редко. Они живут по-прежнему в Кировограде. И что они очень эмпатичны по отношению к бездомным животным, особенно к котам. Да. Я знаю, что дома у них настоящий зоопарк, они к себе забирают всех бездомных котов. Именно это является причиной, почему ты к ним так часто не ездишь, поскольку ты
заядлый, реально откровенный микрофоб, который во время карантина ездил в супермаркет в таком костюме. Ты мне присылал фотографию. Мы можем как будто поставить бы- эту фотографию, где я собираюсь в супермаркет, где я в очках, в Да, маске. в очках маске, в таком костюме, как будто бы Специальном ты из костюме. Чернобыля приехал такой, именно прямо в у меня он лес-сельпо. Ну, наверное, поэтому ты с ними не видишься, собственно. Ну, отчасти. Блин, это тоже такая сложная тема, что у меня там у родителей начали болеть коты. И раньше я ездил 2 раза в месяц домой. Просто я обожаю Кировоград, люблю своих родителей очень сильно. Но вот в какой-то момент я стал ездить раз в полгода, потом раз в год. А сейчас я не был дома уже 2,5 года. Более печально было, когда вот я приехал последний раз домой на 3 дня. Мы с родителями очень похожи. Мы вот как-то у нас вот так, типа, знаешь. Ну, как бы мы очень но к другим людям мы есть расстояние. И была такая штука, что я приехал, и мы 2 дня друг к другу привыкаем. То есть Постираемся. все очень так, да. Все близко не сидят, все общаются на отдаленные темы, все типа так. Потом в последний день, когда мы уже с мамой до 4 ночи сидим и общаемся просто вот прям вот так, я на следующий день уезжаю, и просто слезы у меня, у мамы, у папы, все это очень больно. Ну, короче, очень тяжело, и это всего как бы просто 3 дня. Во время карантина, когда у тебя была куча времени на то, чтобы прописать все, там, поэкспериментировать, ты делал стримы, Да. лайвы с этого места. И Миша тут, значит, приходил и Занимал хитро, центральную и позицию. хитро двигал все твои девайсы для того, чтобы освободить себе место и Да, расположиться в центре я всего. покажу, да. Когда мы остановились на карантин, у меня было вот так место типа занято. Клавиатура здесь, синтезатор здесь, все. Вот мое место, у меня есть место, чтобы ложить руки, мышка, как бы все, я комфортно себя ощущаю. И там через пару дней я прихожу, все уже вот так. Ну, как бы я не заметил сразу. Через еще пару дней все вот так, тоже незаметно. А потом как-то я прихожу, а все вот так. Я как бы, вроде я ничего не двигал. Но вот тут образовалась какая-то зона. Думаю, блин, что же у меня тут стояло? Начинаю смотреть, но вроде ничего так. И потом просто приходит Миша, ну тут не было проводов. Просто в какой-то момент приходит Миша, ложится вот ровно в эту область. Я такой, окей, теперь все понятно. Нагрел. Нагрел. И теперь у нас после этого все, это его место, он тут живет, это он тут проводит весь день, ну если я работаю. И он не отходит, он не просто ест, он не ходит в туалет. Вот пока я сижу здесь, он сидит вот здесь. Он спит, у него тут 1000 поз. Я вот его вот так отодвигал, подкручивал чуть-чуть, и он дальше ложился. Да. Мне комфортно наедине с собой, мне как бы есть что делать, есть о чем подумать, как бы все ок. Но Миша реально Спас. Ну, типа, спас помог, меня, да, помог совсем не сойти с ума, потому что, знаешь, одно дело неделю там быть одному, а другое дело там 3 месяца просидеть, просто не выходя из квартиры и не видеть людей. Поэтому Миша тут стал таким спасителем. Я хочу его принести, положить сюда, если можно. Да, один на В туалете, да? Не, в спальне. А, так ты же сам закрыл его. Да, я сам его и закрыл. Мы сегодня созванивались с мамой, и у нас был разговор. У нас есть один из любимых фильмов, который ненавидит, ну типа все ненавидят на самом деле, который называется «Горизонт событий», «Сквозь горизонт» он называется. И мы с мамой обожаем фильм этот «Сквозь горизонт». Просто супер вот, показатель фантастики 90-х, где хуй пойми, что происходит, где все темно, ничего не видно, где актеры очень играют посредственно и играют не пойми что, но происходит какая-то такая херь, что она тебя завораживает, что происходит? Непонятно. Кто главный герой? Непонятно. Где они? Непонятно. Все настолько Но при непонятно, этом но при этом ты настолько... прикован к экрану. Да, да. И вот для меня вот это типа кайф, когда ничего не понятно, но вот на чем-то она держится на атмосфере. То же самое «Чужой». Я когда его смотрел, мне было лет 10, наверное. Я был малой, я не понимал, что там происходит. Ну, я понимал, что это страшно, там корабль, все, но я не понимал всю глубины персонажей, там... Ну, вообще всё происходящего. Да. То есть я понимал какие-то базовые функции.
И настолько атмосфера на меня сработала, что это типа ужас, это кошмар. И я тогда понял, что, блин, главное атмосфера, похуй на все. Какие, вот даже в музыке, какие ты берешь там гармонии, какие инструменты, главная атмосфера. Если тебе удалось сделать атмосферу минимальным, одной нотой, одним барабаном и одним все, но есть если это вызвало у тебя атмосфера, да, чувство. если ты типа сопереживаешь, Всё. все, Это все работает. сработало, да. Можно минутку? Да. У тебя был Крим, потом Потом Кала, Колуа, потом Войнару, а потом? Tropical Herbert. Окей, все, вот в Да. хронологическом порядке. Да, да. Можешь объяснить себе, не себе, а нам Да, могу. хронологию и, ну, как бы идеологию, почему это перетекало могу. из одного в другое? Крим это был такой школьный проект, можно сказать, который вылился реально с моих вот трип-хоповых экспериментов Дабстеп. и перешел в первый релиз дабстеп, да, где я делал такую тяжелую музыку на самом деле. Это был такой тяжелый дабстеп с большим басом, с тяжелыми барабанами. И потом, когда я чуть вырос, подрос, я понял, что типа тяжелая музыка это окей, типа оставим ее типа на прошлое. Альтернативу. И альтернативу, да. И уже когда трансформировался сам дабстеп во что-то более интеллектуальное, более интересное, тогда я типа переименовался, чтобы не было Колуа. ассоциации, да. Почему что Колуа? Окей. Это, смотри, это древнегреческий танец коло. И тогда было в дабстепе очень модно на H заканчивать псевдонимы. Да, есть я такое, перед да. H добавил А, и вот вышел Кола, Кола. да. Да. То есть это древнегреческий танец. Собственно, греческой мифологией я увлекался с школы, и увлекаюсь до сих пор, и до сих пор пытаюсь в релизы внедрять какие-то Совместить, штуки. связать, Связать грубо говоря. в один мир, да. Вот, поэтому потом родился Кола. Войнару родился в 2014 году, когда я понял, что все, я как бы бейс, музыка, ну все, вот я подошел к какому-то пику, мне хочется дальше, но хочется делать музыку, чтобы не было привязки к прошлым псевдонимам. Ассоциации Потому что уже было много релизов у меня, и довольно таких, от которых я некоторых хотел прям совсем отойти. Вот поэтому я сделал Колуа, типа такой более мультижанровый, но более осознанный типа проект. А Войнару это был такой экспериментальная музыка, ближе к техно, к эмбиенту. Собственно, тоже где есть поле для воображения. Это не только техно, не только ambient. Это все равно довольно широкий спектр, но более такой осознанный, сдержанный в плане Саунда. да. То есть, вот. Ну, а Tropical Herbert это уже был как бы пост, где уже, ну, я наигрался совсем, и я всегда играл хаус-музыку, дип-хаус-музыку еще там с самого начала своего пути. Там я любил этот музон, но у меня никогда не получалось его делать, потому что это, не знаю, мне кажется, когда ты малой, ты не сделаешь такой музон, где нужно прийти к инструментам, Ну, к балансу вот звука. Когда ты малой, как мне кажется, тебе хочется навалить. Ну, это выражение зрелости, наверное. Да, а вот когда тебе хочется сделать умеренную музыку, такую ну, короче, и вот тогда у меня получился этот проект классный. Я просто отослал 3 письма, и мне на второй же был ответ, и сразу же пластинка на лейбле, который с 90-х выпускает хаус-музыку, лейбл крутой. Ну, блин, и там, ну, короче, все было круто. Если бы я не забил, я бы мог дальше выпускать Tropical Herbert и релизить его на классных лейблах. Но из-за того, что опять потом фокус сместился на Войнару, я забил. Насколько ты веришь в астрологию? Пошел ли бы ты к гадалке? И веришь ли ты в ведьм? Смотри, в астрологию верю, в астрологию и в астрономию, и гороскопы, всю эту штуку верю. Гадалки... Сверялся? Сверяюсь каждый день. Ну, не каждый день, но сверяюсь. К гадалке бы не пошел. Я из тех людей, которые, ну, я верю в то, что знать свое будущее лучше не стоит. Вот, поэтому точно бы не пошел, 100%. У меня к тебе такой вопрос. На самом деле он очень важный, ключевой поворот в твоей карьере. Кто тебе помог больше всего? Вот когда был такой момент, когда ты, ну не знаю, когда кто-то тебя так толкнул, Да, что ты могу реально сказать полетел? вообще, это все просто. Это было
время, когда вот был Киев-бейс, когда я вот только приходил в какое-то более-менее профессиональное понятие вот вообще музыкального продакшена, диджейства и вальта. Вот он для меня прям открыл много чего, прям много чего. И он меня там свозил на первые гастроли, то есть на Outlook мы поехали вместе. Мы ездили в Москву, в Беларусь, не помню, куда мы там ездили, не в Минск. Ездили в Польшу выступать вместе. То есть он прям мне показал, как оно, да, быть вот прям, да. И плюс он тогда довольно-таки был крутым. То есть Миксмак мировой писал про них статьи, там и их треки релизились на крутых лейблах. Да, но это прям была мощная движуха, при том, что это, знаешь, была маленькая сцена в нашей стране, но движуха мировая была очень мощная из-за того, что они привозили очень много крутых типа чуваков сюда. У них была студия крутая. Слушай, у них, я когда первый раз пришел на студию, там стоит Moog Voyager, стоит там несколько синтезаторов по 3-4 тысячи долларов. И ну и ты такой, блин, я тоже так хочу. И прям вот они меня зарядили. Вот, то есть, наверное, он первый, кто повлиял на меня вот так, чтобы я захотел двигаться вот к чему-то. И кто показал, что нужно делать, чтобы достичь там определенного. Да. Мне кажется, что это Вальт. И реально вот в какой-то момент он был мне как старший брат. То есть я прям слушался его, я копировал его в какие-то моменты. Он для тебя был таким примером? Примером, да. Он был примером, да. Вот у меня вопрос к тебе. Какая твоя цель, план? Или же все-таки музыка — это какой-то стиль жизни, который не предполагает какие-то плановые цели? Чего ты хочешь? Мне бы хотелось как бы связать свою жизнь с музыкой и кино. Для меня это идеальный просто матч, где и даже за последние несколько лет у меня было несколько крутых проектов, где мне давали полностью типа, чувак, вот такое изображение, и нужно не просто написать музыку, а нужно придумать концепцию, там все, характер, настроение. То есть это не просто написать музыку, это прям продумать огромный такой кусок работы. И вот мне бы хотелось в дальнейшем заниматься чем-то таким. Я скорее грубо не говоря, готов. саундтреками. Не совсем. Сопровождение музыкальное. Вот смотри, Бен Фрост, возьмем его, типа, вот он делает такой музон. Вот он типа, он и перформер, он и типа и саунд-продюсер, и вместе с тем он пишет музыку для кино, прям для Ридли Скотта он сделал, типа, музон. Вот. И это вот для меня такой прям классный пример того, где человек совмещает и перформативное искусство, делая театр, делая постановки с visual artist какими-то современными. Вместе с тем он сидит по году в студии и пишет музыку для кино. Мне бы хотелось типа совмещать типа работу с какими-то танцами, хореографией, театром, кино и с чем-то вот таким. Это все на самом деле это комбинирование визуального искусства и аудиоискусства. Да. Вот для меня баланс вот этого всего есть. Вот я бы хотел этим заниматься, этому посвятить свою жизнь. И в принципе я этим и занимаюсь и посвящаю этому свою жизнь. Просто еще на уровне локальном, да. Хочется уже туда, потому что я как бы уже у меня как бы все... Скучно? Да, скучно, серьезно. Я уже везде тут переиграл, со всеми переработал. Уже как бы все понятно. Уже ничего меня не вдохновляет так, как это было там 3 года назад. Сейчас уже хочется вот... куда дальше? Netflix. Условно. Какой-то типа, да, HBO, Netflix, какие-то европейские театральные эти штуки. На самом деле у меня там есть целый список, куда бы дальше, но... Список — это хорошо, это же план. Это же план. Да. Так и и последнее на сегодня. У меня есть рубрика «Расскажи об этой фотографии». Ебать, серьезно, у тебя фотографии там какие-то? Блядь. Да. Бля, мне страшно представить, Подожди, если я честно. выберу какой-нибудь интересный. Бля. Это мой любимый портрет тебя. Я недавно опубликовала. Это была... Одесса. Нет. Короче, это был фестиваль Crazy Days. Да ладно? Да. Это было типа супер давно. Мы тогда играли
играли я, Фос, Янг Пи, Кейп Кот. Нам дали целую сцену и сказали, чуваки, можете нам сделать на неделю лайнап? Мы такие... На неделю? Да. Мы поехали. Был Пахатам, я, Фос, Янг Пи, Иван Васильев, Кейп Кот, Палентин, супер диджей, вот, кто-то еще. И мы тогда отыграли вот всю неделю, каждый день, перекрывали им танцпол. И это был, один из лучших морских взрывов на самом деле. Что это? Это Москва. это классно. Это Москва, это Эльдар Лоубоб. Это чувак, которого я не знаю. И мы играем в FIFA. Это в Родне была вечеринка, называлась «Ракета». Реально было очень много людей, 2 танцпола. Блин, круто, ничего себе. Я давно не вспоминал про это. Прикинь. А я, Моё лицо тут просто. я все заметила. Это классная вечеринка была. Вот «Ракета» это, называлась. вот это вот очень смешная фотография, которую я Ты где взяла? опубликовала. Короче, Это хлеб. это хлеб, и это Киев-бас, да. Вот тут сцена, вот тут бар. И ты еще тогда не играл, но снимал. Это еще можно было в клубе курить. Это главное, по-моему, чтобы этой фотографии можно сказать. В клубе можно было курить. Это еще то время, когда я ходил в рубашках на футболку. Не было после этого такого никогда больше. Куда вы летели? О, вот это классно. Это, кстати, это крутая тема. Это мы летели мы делали первое Quest Pistols шоу в Москве. Ого. Уже когда с новым составом, большая... Это же крутая группа была на тот момент. Да, большая аудитория, там на 5 или 6 тысяч человек была площадка. Мы делали там огромную, огромное шоу. То есть сначала спускался куб, огромный, не помню его размер, он был огромный, колоссальных размеров, и там было видео, где мы делали саунд-дизайн, видео, потом клуб поднимался, опускался огромный экран, где было видео, потом выходили 40 танцоров или 50, то есть это было огромное шоу, это вот был мой первый опыт работы вот с такими шоу, и это было прям очень круто, потому что нам давали полную свободу, давали хорошие гонорары, то есть, чуваки, вот вам нормальные деньги, вот вам классные условия, Возможности. и вот вам нормальные идеи, делайте, просто делайте. И мы вот с Андреем Рубцом, вот мы работали в паре, он был режиссером, мы приехали за день, у нас был день репетиций, день прогонов, потом финальный прогон перед этим, где мы сверялись с музыкой, видео, звук, потом прогон, и потом сутки вечеринка, где я поломал руку, танцуя брейк-данс. Который ты не умеешь танцевать. Да. И я делал черепаху на руке и сломал руку. И в самолет меня заносили на руках, что я была куча танцоров, 40 или 40 человек, но я один не танцор, который поломал руку, танцуя черепаху. Класс. И это было все очень Ну, сложно. набухался, наверное. Ну, конечно. Но это было круто. Короче, это последняя вечеринка Kiev Base, самая последняя, где после вечеринки все люди, которые остались в клубе, сфоткались на эту фотографию. Исторический момент. Это исторический момент, потому что тут дохуя людей. Не из Киева, не из Украины вообще. И тут некоторые люди даже умерли уже. Даже и не один, и не 2 человека. Поэтому это реально историческая фотография. Реально историческая. Ну что ж, ребята, мы подошли к концу, и я уже максимально изнасиловала Диму по всем вопросам. Не физически. Которые никто, наверное, его никогда не спрашивал и вопросы такие не задавал. Но я надеюсь, что у нас получится интересно. Подписывайтесь, комментируйте, шерьте. Также я очень благодарна Ballantynes за то, что спонсирует этот проект интервью, где я впервые испытываю себя в качестве интервьюера. И это True Talk с Настей. До встречи в следующем эфире. А Мишу можно еще снять? Конечно!